Здравствуйте! Я приветствую вас на канале «Спицами и крючком». После того, как я в прошлом году сделала мастер-класс одного чудесного ангелочка, от подписчиков поступило много просьб делать больше подобных проектов. Так как мастер-класс последнего ангела для некоторых оказался слишком сложным, я решила в этот раз взять более простой проект, хотя сам ангелочек, на мой взгляд, получился очень даже симпатичным. Мастер-класс этого ангела немного проще, и к тому же внутри видео можно найти также схемы, которые помогут вам разобраться с узором ангелочка. Если будут вопросы, обязательно задавайте, отвечу с удовольствием. Желаю вам приятного просмотра и легких петелек. Следующий ряд лифа мы тоже вяжем столбиками без накида. Я делаю одну воздушную петлю для подъема и провязываю 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 8, 9 и 10. Теперь я делаю 1, 2, 3, 4, 5 для крылышка, 5 воздушных петель, и иду опять в воздушные петли и делаю нашу комбинацию из столбика с накидом, незаконченного столбика, еще одного незаконченного столбика, который мы провязываем вместе, и столбика с накидом. Делаю опять 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И соединяю уже сюда вместе. То есть мы здесь пропускаем. Следующие воздушные петли делаем ту же самую комбинацию из столбика с накидом, незаконченного столбика, незаконченного столбика и еще раз столбика с накидом. Вот здесь у нас получился такой паучок, как бы. Затем мы делаем 5, 3, 4, 5 воздушных петель и делаем 3 столбика без накида. Первый мы делаем под воздушные петли, потом второй столбик предыдущего ряда без накида и следующие в следующие воздушные петли, чтобы у нас получился вот такой ромбик. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Нашу комбинацию. 1 столбик с накидом, недовязанный столбик, еще один недовязанный столбик, соединяем вместе, столбик с накидом. Вот мы как бы вот такой узор получается. Вот я провязала комбинацию, и я делаю сейчас 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и вяжу под следующие воздушные петли нашу комбинацию: столбик с накидом, незаконченный столбик, еще один незаконченный столбик и столбик с накидом. Вот получился такой вот паучок у нас. И опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Все, лиф у нас уже получился достаточной длины, и поэтому крылышки мы сейчас вяжем
просто по отдельности, чтобы они были немножко больше. Дальше мы крылышки вяжем по отдельности, то есть каждую часть отдельно. Я делаю под 5 воздушных петель предыдущего ряда, там, где заканчивается у нас паучок. Начинаю вязать, делаю 2 воздушные петли и нашу недовязанную петельку, потом вторую недовязанный столбик соединяю и еще раз столбик. Вот у нас здесь отсюда получается начинается продолжение вязания, что называется. Затем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Затем я делаю 5 столбиков без накида, 1 под воздушные петли и 3 как бы в наши столбики. 1, 2, 3. 3. И последний тоже под воздушные петли. Затем делаю 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И нашу комбинацию со столбиками. Столбик с накидом, недовязанный столбик, 5 недовязанный столбик, пышный столбик такой получается. И вот мы закончили этот ряд. Теперь идем, разворачиваемся, делаем сюда соединительную петельку, чтобы нам пройти дальше воздушные петельки. И здесь 1, 2 воздушные петли для подъема, нашу комбинацию с недовязанными столбиками. Столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Здесь я начинаю уже уменьшать. Я делаю только 3 столбика без накида, то есть я пропускаю 1, 2 и 3. И тоже не довязываю до конца здесь. Затем делаю 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И вяжу нашу комбинацию. Столбик с накидом, недовязанный. Еще. И столбик. Теперь мы разворачиваемся. Вяжем опять соединительные петельки, чтобы попасть в серединку. Затем 2 воздушные петли для подъема. Наш недовязанный столбик. Столбик с накидом. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь уже только 1 столбик. Затем опять 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И нашу комбинацию.
И сейчас вяжем последний ряд. Идем в серединку, вяжем опять 2 воздушные петли, недовязанный столбик, еще один недовязанный столбик и столбик с накидом. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и нашу комбинацию столбика с накидом, пышного столбика и все. Вот мы закончили наше крылышко второе. Теперь мы обвязываем крылышко, каждое крылышко по отдельности такой бахромой. Делаем 5 воздушных петель и начинаем столбик с накидом, столбик без накида. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и столбик без накида. Вот так вот, как оно ложится, чтобы красиво выглядело. 1, 2, 3, 4, 5 и вот сюда в край. Столбик без накида. И так далее. Весь ряд обвязки мы делаем вот таким вот образом. Первый ряд обвязки. Второй ряд обвязки крылышка мы делаем 5 воздушных петель вместе с пико. Мы делаем так: 5 воздушных петель вяжем, в третью делаем соединительную петельку, опять 2 воздушных петли и в серединку предыдущих 5 воздушных петель столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Делаю соединительную петельку и 2 воздушные петли. И вот так вот обвязываю весь оба крылышка. Раз, два, 3, 4, 5. Иду обратно, соединительную петлю. 1, 2. 2, 3, 4, 5. Раз, два. И заканчиваю. Все. Я теперь присоединилась как бы к туловищу. Вот такой узор у нас получился.